современном мире для нас очень важно получить образование. Я говорю сейчас не только о высшем образовании, а о любом, даже начальном. Хотя часто мы не понимаем, зачем оно нам нужно, потому особого удовольствия от процесса мы не получаем. Я считаю, что главной целью образования должна стать подготовка людей ко взрослой жизни. Но если мы посмотрим на методики современных учебных заведений, то поймем, что они руководствуются совсем другими принципами. Именно поэтому среди их выпускников так мало людей становятся действительно успешными и так много терпят неудачу. И неважно, это дорогая частная школа или бесплатная государственная, процентное соотношение успешных людей и неудачников все равно остается просто пугающим. Все мы приходим в этот мир буквально как табула раса, чистая доска. И только благодаря своему желанию, должному воспитанию и определенным условиям мы можем достичь небывалых высот в любой сфере. Потому я считаю, что практически во всех людях изначально заложен огромный потенциал. Нужно только его развить. Но что происходит, когда мы попадаем под давление социума и влияние стереотипов? Все помнят эту знаменитую картинку. Она наглядно демонстрирует, как наша природная изобретательность, энергия и талант теряются в промышленных масштабах общества. На самом деле, для того, чтобы стать успешными и амбициозными, нам не обязательно тратить кучу денег на образование. Государствам не нужно строить больше школ, нанимать больше учителей и усложнять экзамены. Было бы гораздо лучше обратить внимание на реальные цели образования. А их на самом деле всего лишь две – работа и отношения с людьми. Давайте немного помечтаем и представим себе, какой могла бы быть идеальная школа, готовящая нас к жизни. Одним из основных предметов в ней было бы изучение капитализма. Почему именно капитализм? Дело в том, что вокруг экономической системы, в которой мы живем, существует негласный заговор молчания. А потому нам трудно изменить его негативные качества или защитить сильные стороны, ведь мы попросту не до конца понимаем, как все это работает. Но представьте, если бы такой предмет, как математика, не просто учил нас считать, но в первую очередь был направлен на обучение обращению с деньгами, с которыми, на минуточку, имеет дело 99% населения планеты. Если бы у нас были уроки демистификации мировой экономики, на которых бы мы узнавали о важности производства и обучались тому, как получить прибыль. Если бы мы изучали роль денежных потоков, лидерство в сфере управления персоналом, маркетинга и конкуренции, насколько бы тогда изменилась наша жизнь? А второй наиболее важный предмет в нашей утопической школе был бы изучением себя. Здесь юных учеников познакомили бы с идеей, что люди часто не понимают и не принимают себя. Рассказали бы про концепции заблуждений, защитную проекцию и отрицание нашей повседневной жизни. А находящиеся рядом индивидуальные репетиторы помогли бы каждому школьнику составить их личностную карту, обратив особое внимание на их неврозы и страхи. На таких уроках дети узнали бы об основах человеческих взаимоотношений и какие типы людей больше всего подходят им для общения. Важный блок таких занятий был бы посвящен самопознанию в карьере, чтобы понять, какая работа больше всего подходит каждому человеку. Ученики тратили бы примерно 3 часа в неделю, исследуя, что они могут сделать в своем будущем. Углублялись бы в изучение взаимоотношений, тщательно анализируя социальную и индивидуальную цену каждых, даже неудачных отношений. Там были бы уроки по доброте и прощению, а также методы уменьшения беспокойства. В идеальной системе образования особое внимание уделялось бы приобретению навыков, которые помогут нам жить в мире с другими людьми. И самое главное, эту утопическую школу
могли бы посещать не только дети, но и взрослые. А средства массовой информации и даже отдельные виды искусства поддерживали бы эту систему обучения, раскрывая и делая максимально прозрачным ее потенциал. Школьное и студенческое образование занимает очень много лет и влияет на нас всю нашу жизнь. А потому важно понять, что это должна быть не просто зубрежка в классных комнатах. Мы все замечаем проблемы, которые создает наша система образования, но не можем точно определить, что с ней не так. Мы можем только наблюдать за последствиями, которые воплощаются в нашей зарплате и качестве жизни. А они как раз свидетельствуют о глобальной проблеме. И сколько же еще мы будем терпеть, прежде чем мы будем готовы ее решить?